Добрый день, вы находитесь на канале Татьяна Мин, Астрологи и Тарот. И это таро-прогноз для знака зодиака Рыб на декабрь 2022 года. Вы можете смотреть этот прогноз, если у вас Солнце, Луна, стелиум планета, а также асцендент в знаке зодиака Рыб. Я, как обычно, достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все сферы жизни человека. Итак, что ждет Рыб в декабре 2022 года? Давайте посмотрим. Первая карта. Карта королева кубков или королева чаш в этой колоде. Это, кстати, колода Таро Нефертари. И сегодня у нас еще колода Декамерон, оракул, и оракул Мунологи. Итак, королева чаш. Это благоприятная карта, она говорит о том, что в вашей жизни может появиться какая-то женщина, либо ваша жена, ваша любимая женщина. Здесь в этой колоде королева изображена с ребенком, поэтому здесь вот она особую роль занимает, эта королева. Она единственная, кто в этой колоде изображена с ребенком. Ну, что говорит о том, что она не только интуитивно, да, обладает какими-то качествами, но еще и в целом плодородие. Это самые сильные символы, да, вообще в эзотерике, во Вселенной, скажем так. Поэтому здесь, если вы мужчина, вы, конечно, будете очень счастливы в отношениях с какой-либо женщиной. Может быть, вам встретится женщина, которая в будущем будет вашей женой, либо вы решите узаконить с ней отношения, либо вы просто будете у вас улучшатся отношения в той паре, которая у вас уже создана. Ну а если вы женщина, то вы будете много внимания обращать на себя, вы как-то улучшите свою внешность, вы, может быть, задумаетесь о том, чтобы иметь детей, может быть, у вас будет какое-то восстановление, например, после беременности, или в целом вы почувствуете, как ваше тело, в чем оно нуждается, какую диету вам лучше соблюдать, как вас видят со стороны другие люди. Вы станете намного красивее, притягательнее для противоположного пола. Кстати, это хорошее время для того, чтобы встретить кого-то, потому что вы будете собирать на себе много знаков внимания, много взглядов на себе будете собирать. Но мы сейчас еще будем открывать другие карты, они, конечно, пояснят нам картину более яснее. Подвешенный во втором секторе говорит о том, что у вас на работе или в том виде заработка, который вы имеете, может наступить некоторый застой. Либо вам придется ждать поступления финансов за какую-то работу, которую вы проделали, либо, может быть, вы ждете повышения зарплаты, может быть, вы ждете предложения относительно вашей должности, или, например, вы хотите поменять работу, но пока еще не можете найти что-то нового. В целом карта повешенной или подвешенной это не говорит о том, что у вас уменьшится зарплата или уменьшится какие-то уменьшатся какие-то возможности, связанные с работой. Просто некоторое замедление, может быть, в декабре, промедление относительно этих вопросов. А также еще эта карта может означать несколько сокращение вашей сексуальной жизни. Я не знаю, как правильно выразиться здесь, что у вас будет меньше сексуальных партнеров, например, или вы будете ждать по каким-то причинам вашего сексуального партнера, что-то у вас там будет небольшая остановка в ваших встречах, скажем так. Но это тоже все благоприятно, потому что все-таки, как ни крути, подвешенный старший аркан, и здесь даже вот эта остановка, она все равно определенный шаг вперед. Но мы сейчас еще посмотрим и дополним, естественно, картами из колоды Декамерон. Маг, да, еще один старший аркан. И это, конечно, важно здесь, в этом секторе, потому что кто-то может манипулировать вашими мыслями, поступками, вплоть до того, что вы даже решитесь на переезд, может быть, кто-то купит автомобиль или пойдет учиться, да, например, это ваш муж или какой-то ваш партнер, партнерша, неважно здесь, будет вас говорить, что вам нужно сесть за руль, да, вам нужно наконец-то получить права, вам нужно получить этот диплом, эту лицензию. Ну, а может быть, вы и сами, конечно, будете таким магом, который будет легко выступать на публике,
Как-то, может быть, вы будете ярче проявлять себя в социальной жизни, в соцсетях. Может быть, кто-то здесь решится написать книгу или выйдет ваша книга, какие-то ваши труды. Также для тех, кто работает руками, и ваш заработок с этим связан, тоже важный момент. Может быть, вы какие-то новые качества получите, новые, как вот это, допустим, введете, да, в свою творческую деятельность новые какие-то творческие навыки, да, допустим, вы раньше не делали каких-то, ну, сейчас вы будете этим заниматься, и это еще добавит вам плюса, и вы выйдете на более высокий уровень в вашем творчестве. Также эта карта может связана быть с документами. Если вы занимаетесь какими-то важными документами, юридическими делами, то здесь тоже много будет зависеть от какого-то человека, манипулятора. Но будьте осторожны. Конечно, мы сейчас еще посмотрим, ну, в каком это, потому что по карте маг трудно сказать, это в плюсе или в минусе, да, вот эти дела. Но если вы занимаетесь какими-то юридическими делами и документами, то здесь определенно, наверное, нужно опираться на помощь какого-то очень хорошего юриста, либо он и будет таким, либо вы сами должны проявлять, вот у вас должны быть глаза как бы со всех сторон. Вы должны видеть, что вы подписываете, куда вы едете, в какие там договоренности вы вступаете. Если это учебное заведение, да, то что, какой человек, кто вас учит. Ну, то есть, в принципе, карта маг, наверное, все-таки несет успех в этих вопросах, поэтому, скорее всего, даже вы и сами почувствуете интуитивно, как вам лучше действовать в данных ситуациях. Двойка кубков выходит, и это опять кубки, да, здесь у нас уже они были в первом секторе. Что еще раз, в общем-то, говорит о том, что у вас будут приятные взаимоотношения с человеком, который будет похож на вас, потому что вы и так знак зодиака Рыб, и кубки, в общем-то, здесь это ваш знак. И вы можете встретить человека, у которого тоже будет в знаке зодиака Рыб какие-то планеты. Например, Солнце, у вас Солнце, у него Луна или Венера. Ну вот то, что вы сойдете с ним определенно очень быстро, вы почувствуете, что этот человек интересен. Кстати, ну не исключено для некоторых, опять же, что этот человек будет ваш начальник по работе. Либо он будет старше вас, либо она, да, неважно здесь, он или она. Пятерка жезлов – это карта некоторых спор, каких-то конфликтных ситуаций, но таких, скажем так, больше надуманных. И вот здесь у некоторых могут быть такие ситуации в сфере детей. Ну, то есть, если у вас есть дети, да, или вы работаете с детьми, возможно, не все будет так гладко, и вам приходится отстаивать свои позиции, дети отстаивают свои позиции. Может быть, это ваши клиенты по работе, либо бизнес-партнеры, с которым тоже могут быть какие-то разногласия именно в декабре. Но здесь что главное? Не доводить, конечно, ситуацию до предела. Мы сейчас еще посмотрим, что у нас здесь в самом главном тайном секторе. Здесь опять жезлы. То есть, да, возможно, как-то что-то у вас давно длилось, что-то накипело, о чем-то вы молчали, может быть, до этого, да, и сейчас вот ситуация выходит на поверхность, вам нужно наконец-то выяснить отношения. Либо вы будете ругать себя за то, что вы раньше не сказали о чем-то, а вот сейчас уже по десятке жезлов ситуация действительно достигла предела, и вам приходится разбираться в каких-то ситуациях. Это может быть связано как с детьми, так с бизнесом, как с друзьями. Может быть, я не знаю, это вообще связано с вашей социальной жизнью. Например, какая-то информация просочилась о вас в социальные сети, и вы не заметили этого, да, вы не заметили каких-то там слов за спиной, каких-то обсуждений, которые вы могли бы пресечь, но не сделали этого, потому что вообще-то вы были заняты работой, вы были заняты своими делами, но вот судя по этим картам, возможно, ситуация как-то накалится, но это не такая уж прямо сильная ситуация. Все-таки пятерка, десятка – это не старшие арканы, да, поэтому я думаю, что все вы это преодолеете. Также вообще будьте осторожны относительно вашей работы, потому что в декабре вы можете быть очень заняты
работой, какими-то вот такими делами, что не заметите определенных проблем со своим здоровьем. Может быть, вам стоит уже либо просто отдохнуть, либо, может быть, пропить курс каких-то витаминов, либо стоит заняться спортом. Наоборот, у вас слишком пассивный образ жизни, и вам нужно размяться, потому что жезлы все-таки карта огня, действий. Вот, и в декабре это будет особенно благоприятно. Так что вот такие советы для вас, рыбы, и колода Декамерон. Здесь у вас, в общем-то, в отношениях и так все прекрасно. Вы можете съехаться с каким-то партнером, да, вот этого я еще не сказала, потому что 4-й сектор. Может быть, ваш партнер будет со своим личным жильем, и вы будете встречаться у него дома. Или наоборот, вы будете приглашать к себе в гости, не обязательно даже партнеры, это могут быть и ваши друзья. Но с друзьями здесь у вас возможны конфликтные даже отношения, не у всех, у кого-то. Итак, сейчас мы еще посмотрим колоду Декамерон. Так, карта Отшельник. Я буду смотреть карты в прямом значении. Опять Отшельник, да? Нет, это... Ой, как карта вылетела. Карта Дьявол. Интересно. Отшельник и Дьявол. Еще старшие арканы. Ну что, здесь у нас уже выпадал Маг. Конечно, это немного другое, но все-таки возможно, рыбы, что есть в вашей жизни какая-то не все так благоприятно, да, как может показаться. Может быть, в отношениях вы скрываете, у вас есть какая-то зависимость, может быть, даже сексуального плана зависимость по карте Дьявол, да, и вы как-то не можете найти себя, вот вы не можете найти работу, где вы могли бы, которая бы достаточно приносила вам денег. Или даже наоборот, у вас, например, есть много предложений относительно разных работ, но вам все всегда не нравится. И то же самое может быть в отношениях. У вас может быть много партнеров, но вы не находите удовлетворения с ними. Вы ищете опять и опять новых партнеров. Но здесь у нас по карте подвешенный тоже. То есть здесь какие-то проблемы вашей самооценки, очень глубокие проблемы. По этим картам я вижу, что человек, который смотрит это видео, это сильные люди. И у них много есть в руках качеств, как по карте Маг, да, есть много каких-то навыков, которые вы могли бы в своей жизни использовать, но что-то вам постоянно не дает, вам либо недостаточно, либо вы слишком, наоборот, перегибаете палку в каких-то вопросах по карте Дьявол. Может быть, у кого-то здесь есть зависимости, это может быть зависимость от алкоголя, от еды, от наркотиков, от... не знаю, от телевизора даже, да, то есть вот что-то такое. И это тоже мешает вам, это как бы делает вас таким отшельником в плане того, что вы ищете и не можете найти, вы не можете насытиться тем, что у вас есть. Вот так как я вижу, это в декабре у вас особенно это почему-то будет проявляться. Интересно, а что скажет колода Moonology? Полная луна в Стрельце и полная луна в знаке зодиака Лев. Но это, конечно, полнолуние всегда какие-то новые эмоции. Здесь по этим картам я тоже могу сказать, что будут эмоции переполнять вас, что-то такое будет происходить и в вашей личной жизни, и на работе тоже. Может быть, у кого-то это роман на работе, который станет известным. Так что будьте осторожны. И по карте новая полная луна в знаке зодиака Стрелец, может быть у кого-то поездка, да, тут у нас уже Маг выпадал. Это может быть поездка, переезд, это могут быть какие-то важные документы, которые вы получите, или подадите там какие-то прошения куда-то, да, справки. То есть это может быть образование, вы можете закончить образование, можете закончить курс изучения иностранного языка, либо получить права, потому что полная луна – это уже окончание какого-то важного периода, связанного с обучениями. Может быть, это наконец-то получение какого-то транспортного средства, либо средства связи, которого вы ждали. Может быть, вы купите себе, допустим, телефон или машину, наконец-то, да, о которой вы мечтали. И по карте полная луна во Льве – это, опять же, что-то связанное с детьми, с популярностью, с бизнесом.
И вот здесь, например, ваш бизнес, ваши дела какие-то, которые вы уже имели по бизнесу, либо с вашими детьми, они могут достигнуть какого-то предела. То есть может так ситуация сложиться, что вам придется решать какие-то вопросы, связанные с этим. То есть что-то уже накипело, что-то длилось, и вот возможны споры, возможно выяснение отношений, возможно какая-то зависть, как с вашей стороны, так и со стороны других людей относительно ваших успехов. И в чем-то тут будет главная причина конфликта, да, выяснение каких-то отношений, но она может быть вовсе не в том, что кажется на первый взгляд. На самом деле причина намного глубже. Это может быть то, что люди действительно завидуют каким-то вашим успехам, отношениям, а может быть вы завидуете, вы стараетесь быть таким человеком, как другие люди, да, вас поглотили там, допустим, социальные сети или какие-то группы, коллективы, они уже действуют на вас, но на самом деле вы не такой человек, как окружение хочет, чтобы вы были. И вот это такой внутренний, внешний конфликт интересов очень тоже возможен у рыб в декабре 2022 года. Вот такой интересный расклад для вас, рыбы. Обязательно напишите в комментариях, что вы принимаете все самое хорошее, что Вселенная дала вам в этом раскладе. Я желаю вам огромного счастья и до встречи на моих новых раскладах для вас. Татьяна Мин с вами была. Всем пока.